батончик получился. Вот, золотистый, хороший. Полотенчиком сейчас накроем, и он отдохнет маленько. Добрый день! Сегодня будем делать батон. Что нам для этого нужно? Чайная ложка соли, столовая ложка сахара. Здесь я уже перемешала. 2 чайных ложки сухих дрожжей. Так, ну, наверное, у меня вот здесь будет 2 чайных ложки как раз. Так, и 50 грамм теплой воды. У меня это сыворотка. Это мы делаем опару. Оставляем минут на 15-20, чтобы она подошла. И потом будем, мы пока будем замешивать тесто. Так, сейчас мы пока подведем, накроем крышечкой вот так вот. Так, а мы, значит, муки нам надо 475 грамм. Так, ну здесь где-то у меня сколько? 200 грамм. Так, весы я притащила. Обязательно надо просеять. Еще добавим. Так, это у нас было 200, еще 275. Где-то столько, 275. Обязательно, конечно, просеять, чтобы оно насытилось кислородом, чтобы повоздушнее было. Ну и дрожжи надо соответствующие, чтобы свежие были. Так. Покрывается уже шапкой. Вот буквально. Все замечательно. Так, что мы дальше делаем? Значит, в муку мы выливаем опару. Так, в муку выливаем опару. Нашу выливаем сыворотку и выливаем опару нашу. Она уже хорошо подошла. Так, и доливаем сюда 2 столовых ложки масла подсолнечного. Вот.
Если мало, сколько мука возьмет в общем. Вот оно уже вмешивается. Можно будет еще добавить, конечно, чтобы пожиже было. Сейчас мы сделаем. Сколько берет мука? Все добавляем теплое. Вот, все добавляем тепленькое. Сколько возьмет мука? Так, я хотела вот сюда, в эту чашу сделать. Замесить. Сейчас мы замесим. Она получается эластичная. Сейчас пошумим маленько. Так, ну все, сейчас в эту чашу мы перекладываем наше уже замешанное вот тесто и мы оставим его на 1,5-2 часа. Вообще я вот в холодильник ставлю на 2 часа. Оно хорошее получается. Не знаю. Я давно уже так вот. Я его не ставлю в теплое место, ничего. Я его просто ставлю в холодильник. Вот такое получается. Оно мягкое. Мягкое, видите, какое оно получается. Вот так закручиваю. Размесилась. Вот такое получилось. Вот, видите? Оно такое вот жидковатое надо. Не надо прям это сильно. Все, закрываю вот этой крышкой. И на 1,5-2 часа в духовочку. Все. Вот такое получилось тесто за 2 часа. Сейчас мы припудрим стол и на стол. Смотрите, какое оно. Вот. Так мы его сложим. Вот так вот. Замесим его. Сильно не надо, так, слегка. Так, видите, оно готово. Вот. Видите, оно уже поднимается, опускается. Все. Так, сделаем 2 батончика. Разделим пополам.
бросать. Ой. Не хочет раскатываться. Собирается. Это вот мука такая. Всегда она в кучу собирается. А вот возьмешь это вот высший сорт, а возьмешь первый сорт, она нормально раскатывается. Духовку я уже включила. Наверное, слышно, как она шумит. Вот смотрите, вот она опять собирается все. Для чего мы это делаем? Чтобы нам маленько вот закрутить. И вот так мы его закручиваем. Вот. Видите, вот так закручиваем. Здесь вот так маленько это самое прижмем. Так, и положим. Пусть растаивается. Так, положим, растаивается. Так, сейчас этот будем раскатывать. Получается такие два батончика у нас. Замечательно все. Ой, ну что ты будешь делать, а? Смотрите, вот, никак не хочет. Чуть-чуть. Так, ну и вот скручиваем. Такую колбасочку скручиваем. Он потом разойдется. Все. Вот минут 20 полежит, он маленько разойдется, вот это все сложится в одно место. Вот так вот. Вот такой батончик. Сейчас мы положим на противень. Вот на противень. Вот так вот. Ну, можно вот так вот положить. И второй также. Минут 20 и вот такие сделаем надрезики, вот. Как в батонах, вот такие надрезики. Вот. Так, сейчас приготовим яичную смесь, молочно-яичную смесь. Мы ее за это самое как покроем и отправим в духовку. В духовку отправим на 200 градусов сначала, минут на 5-10. Минут на 5, наверное, на 200 градусов. А потом на 180 градусов, ну, минут на 20. Ну, сами смотрите, чтобы вот как маленько золотистая будет, так можно сразу это самое вытаскивать. Ну, не надо прям, чтобы там коричневый был. Он будет и мягче, и все. Сейчас он разойдется. Так, ну сейчас смажем наши батоны.
я смесь сделала молочно-яичную. Вот так вот смажем. Ой, у нас же праздник начался в Казахстане. Ой. Вот рядом мечеть поют. А я даже не заметила, думаю, что такое. 3 дня праздничные. Вот. Ну, вот так вот примерно будет у нас. Так, ну все, отправляю в духовку. Духовка у меня уже просигналила. Отправляю в духовочку. Так. Отправляю вот на среднюю. Средняя. Сначала на 200 градусов минут на 5. Посмотрим, что будет. Можно даже поболее. На 200, а потом на 180. Вот посмотрим. Вот уже крайний там аж поднимается, крайний поднялся. Этот как-то не так. Ну ничего, сейчас он схватится, а потом посмотрим. Вы когда-нибудь видели, как печется хлеб? Вот он какой уже золотистый становится. Осталось тут минутки 3. Уже запах такой идет приятный. Хлебный. Вот такой батончик получился у нас. Вкусненький. Всем приятного аппетита. Всего вам хорошего.